Если у вас проблемы с кишечником, то вашу жизнь вряд ли можно назвать полноценной. Во-первых, запор и диарея – это всегда ужасно, неприятно и застает нас в самый неподходящий момент, превращая день в кошмар. И во-вторых, это такая сакральная и интимная проблема, которой далеко не со всеми вообще можно поделиться. И приходится страдать в одиночестве, проклиная все на свете. Я знаю, сколько часов вы проводите в туалете и готовы на многое, лишь бы это прекратилось. Я готова вам помочь и раскрою все тайны о причинах и способах борьбы с этими неприятными состояниями. Меня зовут Мария Тимошенко, я исследователь души и тела, психолог, эксперт по нейропсихосоматике. И давайте начнем с вами с того, а что же такое вообще запор. Кстати, его еще называют болезнью цивилизации. Запор – это когда вы не можете сходить в туалет в течение более 48 часов или можете, но понемногу, и остается чувство неполного опорожнения. Такое мерзкое ощущение, которое не дает думать вообще ни о чем другом. По статистике, до 50% жителей России страдают от этой проблемы. Только вдумайтесь в эти цифры. И каждый второй человек рядом с вами страдает от запоров, так что вы не одиноки. Когда я работала в аптеке, то одним из самых покупаемых препаратов были как раз-таки препараты от запора. Мы их продавали пачками, литрами и очень радовались высоким продажам, так что это было нам лишь на руку. На самом деле мало кто понимает, что запор – это вовсе не про то, что вы безобидно не можете покакать, а про то, что это лишь верхушка айсберга. И со временем ситуация только усугубится геморроем, варикозом, проктитом, постоянным вздутием, интоксикацией всего организма. Запор обладает очень неприятной особенностью. Он не проходит сам по себе. Наоборот, будет становиться только хуже. Кстати, ваш запор отражается на вашем лице в виде высыпаний, тусклого цвета кожи, темных кругов под глазами. Ну и те самые ректальные свечи, они тоже помогают на время. И главное, они вызывают привыкание. И это тоже мало приятного. Разумеется, запор может быть следствием какого-то заболевания или развиться на фоне приема каких-то препаратов. Так хотя бы понятно, что происходит. А есть запор без, казалось бы, видимых причин. Мы назовем его психогенный запор. Именно с таким видом запора ко мне приходят клиенты. И поверьте, они реально перепробовали все содержимое аптеки. И лечение состоит не в принятии гор таблеток или тонной клетчатки, а в понимании первопричины происходящего с вами. А о ней я расскажу ниже. Но сначала пару слов про обратную сторону медали. Это диарея. Диарея – это неоформленный или жидкий стул 3 и более раз в день. И давайте сейчас сразу же разделим диарею на две условные группы по причинам возникновения. Есть диарея как следствие кишечных инфекций, и есть диарея, причины которой точно не вирусы и не бактерии. Многим из вас знакома медвежья болезнь перед важным мероприятием, когда вы в позе орла восседаете на унитазе и крючитесь от спазмов в животе, одновременно сгорая от стыда и страха. И вот об этом виде диареи мы с вами и поговорим. Я знаю, что у многих из вас всегда с собой какой-нибудь лапирамид, и вы четко знаете, что вам нельзя есть или пить, хотя очень хочется. То есть эта проблема буквально стоит ребром и делает вашу жизнь невыносимой. И вы уже догадываетесь, что ваше эмоциональное состояние напрямую влияет на ваше самочувствие. В желудочно-кишечном тракте находится собственная, хорошо развитая нервная система, которая называется энтеральная. Поэтому кишечник даже называют вторым мозгом. Однако этот маленький нижний мозг не может полностью работать автономно. Он контролируется нашей центральной нервной системой, то есть нашим головным мозгом. Поэтому наше психоэмоциональное состояние напрямую влияет на работу кишечника. Поэтому я, как эксперт по психосоматике, своим клиентам часто задаю вопрос, а как у вас дела со стулом? И в зависимости от ответа могу предположить, какое эмоциональное состояние переживает мой клиент и как долго он находится в напряжении и в стрессе. Итак, как же лечить данные проблемы? Давайте сразу внесу ясность. Я не против официальной медицины, я сама провизор и считаю, что острые состояния необходимо лечить у врачей. Но мы с вами сейчас говорим о психогенных нарушениях, и их у врачей вы не вылечите. Это типичные психосоматические проявления, и медицина здесь, в прямом смысле, буквально бессильна.
Итак, в чем же причина происходящего с вами? Причина психогенного запора и диареи кроется, конечно же, в хроническом стрессе, о котором вы можете даже не подозревать. Многие люди годами живут с нелюбимыми людьми, ходят на осточертевшую работу, терпят неудобства и считают, что ну а что такого? Ну все так живут, но кто-то даже живет хуже. Мне в такие моменты хочется напомнить, что далеко не все доживают до старости и желательно равняться на более здоровых и счастливых людей. Но как-то так принято, что ли, что мы смотрим на тех, у кого дела хуже, ну, чтобы как-то себя успокоить. Мол, вон Танька вообще без желчного живет и ничего. А Светке матку удалили и тоже как-то топает, а у меня всего лишь запор. Ну, подумаешь, ерунда какая. Из-за этого вы теряете ценнейшее время, которое неумолимо уходит вместе с возможностями быстро решить проблемы со здоровьем. Часто проблемы с кишечником возникают у людей после какого-то стрессового события, например, переезд, смена работы, какие-то неожиданные изменения в жизни. Что же происходит с кишечником во время стресса? Во-первых, увеличивается уровень гормонов стресса, это адреналин и кортизол. Кроме того, активируется работа гипофиза, что приводит к повышению уровня гормона щитовидной железы тироксина и других биологических активных веществ. Происходит ускорение моторики кишечника, что и приводит к диарее. Считается, что в этом есть связь с нашими древними инстинктами. Когда человек в опасности, организм не тратит энергию на пищеварение, потому что приоритетом становится бегство, или борьба. Если стресс носит хронический характер, то в этом случае повышается риск синдрома раздраженного кишечника. Его сложно назвать заболеванием, потому что при этом нет каких-то органических поражений, однако проявления он имеет и очень явные. Он может проявляться через боль в животе, продолжительную диарею или запор. А что еще это может быть? Утомляемость, головные боли, повышенное газообразование, слизь в кале, тошнота или рвота, чувство не до конца опорожненного кишечника. И мои клиенты рассказывают о том, что им приходится убегать с важных встреч, выпрыгивать чуть ли не на ходу из автобуса, чтобы добежать до ближайшего туалета. И в какой-то момент они предпочитают вообще не выходить из дома без надобности. То есть, по сути, диарея в прямом смысле держит их в рабстве. Но если вы не хотите повторять ошибки моих клиентов, переходите в мой телеграм-канал, там я подробно освещаю пути их решения, ссылка находится в описании к этому видео. Тревожность. Вот самая главная общая черта всех тех, кто страдает от диареи. Ну и, конечно же, страх. Они много суетятся, пытаются все успеть, всех спасти, сильно переживают о том, кто и что о них подумает. Это тонко чувствующие люди, ранимые, добрые. Им сложно отказать, они часто доводят себя до изнеможения на работе и не заботятся о своем здоровье. И представьте их неимоверную радость, когда им удается решить эту проблему и взять свою жизнь под контроль. Они в этом случае настоящие победители. А теперь давайте посмотрим разницу в психологических особенностях людей с психогенными запорами. Например, люди, страдающие запорами, это чаще депрессивные, неуверенные в себе и замкнутые люди. Они патологически любят порядок вплоть до педантизма, безудержно бережливы вплоть до жадности, довольно упрямые вплоть до фанатизма. Они внутренне напряжены при их внешней сдержанности, довольно скупы в проявлениях чувств, консервативны и упорно цепляются за прошлое, будь то какие-то воспоминания, устаревшие взгляды, окружение или место работы. Пора уже уволиться, но все никак. А еще они очень любят копить. Причем неважно что. Самое главное – это копить. Они копят старые обиды, старые ненужные вещи, копят деньги. Из-за того, что не хотят отпускать прошлое, не видят будущего, им бывает страшно вообще смотреть в эту сторону. Они не любят делиться переживаниями и держат их, разумеется, в себе. Представляете, какой уровень напряжения находится в их теле? Бывает еще и ситуативный запор, то есть человек не может ходить в туалет нигде, кроме своего уютного, милого домашнего туалета. И когда он временно оказывается в гостях, в командировке, на отдыхе, то невероятно страдает от боли и вздутия. Поэтому предпочитает никуда не ездить и сидеть на одном месте. И вроде как хочется путешествовать, но не может. То есть он не управляет своей жизнью, а его кишечник рулит его жизнью. Представьте, каково им. И главное, им не может помочь медицина.
У таких людей очень провисает потребность в безопасности, а ведь расслабиться и спокойно сходить в туалет мы можем только, когда нам безопасно. Но это чувство небезопасности пронизывает в целом всю их жизнь, вызывая привычное напряжение мышц. В какой-то момент они замечают, что забыли, как это – просто расслабиться. Обычно у них напряжено лицо и даже болит вот здесь. У детей, да и у взрослых часто возникает комплекс ходить в туалет в школе или на работе, потому что боятся звуков, которые совершенно естественно могут быть. Они боятся, что их обсмеют, им становится очень стыдно. И именно поэтому эти вопросы нужно решать только с точки зрения психосоматики, и мы отлично с этим справляемся. Не упустите возможность стать счастливее. Приглашаю вас на свой бесплатный мастер-класс «Психосоматика. Модный тренд или реальная помощь». Я расскажу, как наши мысли и эмоции разрушают наше здоровье. Ссылка находится в описании под этим видео. Я расскажу вам, как справляться с различными заболеваниями, такими как аутоиммунное состояние, аллергии и прочее. Самое главное, где же выход из этих состояний. Самые неприятные последствия психогенных нарушений со стороны желудочно-кишечного тракта – это постепенное ухудшение здоровья в виде нарушения баланса микроэлементов, нарушения всасываемости в кишечнике, слабость, анемия, усугубление депрессии и, наконец, появление настоящих диагнозов, которые еще больше усугубят положение. И вот возникает такой порочный круг, который в какой-то момент становится практически невозможно разорвать, и опускаются руки. Итак, страх, тревога и стыд – вот три основных эмоции, которые подавляют люди, имеющие проблемы с кишечником. Любая подавленная эмоция вызывает сильнейшее напряжение в теле, выброс гормонов стресса, сжатие, желание спрятаться и стать незаметным. Кто-то справляется с напряжением через занятость занятостью, нырянием в бесполезную суету. Кто-то начинает шаманские танцы вокруг своей проблемы и каждый день только и делает, что думает и говорит о своей проблеме. Но факт есть факт. Сильнейшее напряжение в теле из-за подавленных эмоций вызывает вот такие нарушения. Давайте обсудим, как предотвратить запоры и диарею, пока они не взяли вашу жизнь под контроль. Во-первых, это, конечно же, навык расслабления. Это точно такой же навык, как вождение машины. Да, многие сейчас не совсем понимают, как это взять и расслабиться. Но когда-то вы точно так же не умели ездить на велосипеде или водить машину. Я обучаю этому навыку в каждом своем курсе, потому что без этого невозможна полноценная здоровая жизнь. Во-вторых, это своевременное решение текущих задач. Я знаю, что вы тащите за собой огромный груз нерешенных проблем и постоянно мысленно к ним возвращаетесь. Представляете, сколько энергии вы просто сливаете туда и сколько же напряжения в вашем разуме и, соответственно, в вашем теле из-за этого. Поэтому предлагаю вам крутую практику. Вам нужно взять лист бумаги и ручку, сесть одному в тишине и минут 5 просто смотреть в одну точку. И через какое-то время начнут всплывать мысли из разряда «надо покрасить эту стену», «надо сдать до вечера какой-то отчет», «надо купить ребенку новые колготки» и так далее. И вы это все выгружаете на этот лист бумаги. Делаете это до тех пор, пока не почувствуете, что этот поток иссякает, поток мыслей иссякает. А затем берите из этого списка первые 3 дела и завершайте их в течение ближайших 2 дней. И затем берите еще 3 и делайте то же самое. И вы увидите, какое потрясающее чувство расслабления вскоре вас настигнет. Таким образом, вы уменьшаете напряжение в разуме и в теле, направляете свои силы на конкретные актуальные действия, а не на зависание в переживаниях о том, как могло бы быть. Есть еще один очень классный способ справиться со своим внутренним напряжением. Если вы знаете, что вам предстоит какое-то важное мероприятие, перед которым вы, вероятно, снова окажетесь в туалете или будете страдать от вздутия, то в спокойной обстановке дома мысленно представьте себе это событие на экране вашего сознания и представьте, что вы уже там. Вы можете чувствовать тревогу и даже можете захотеть в туалет, и это нормально. Снова и снова возвращайтесь в это событие и ощущайте, как с каждым разом вы чувствуете себя все спокойней. Таким образом формируются новые нейронные связи в вашем мозге, вы привыкаете к чувству спокойствия и, оказавшись в реальной ситуации, с большей вероятностью будете чувствовать себя более уверенно.
А сейчас я дам вам две техники, которые помогут вам быстро привести себя в чувство, потому что, как мы уже выяснили, именно стресс и тревога являются ключевыми факторами в происходящем. Есть один очень классный рабочий метод. Это попробовать посчитать до 50 и в обратной последовательности. Эта техника основана на закономерностях функционирования разных полушарий головного мозга. Вы не торопясь считаете от 1 до 50 и обратно, стараясь в этот момент сосредоточиться только лишь на счете. Это дело навыка, я уверена, что у вас это получится. И еще отлично помогает техника дыхания. Вам нужно занять удобное положение, можно сесть или лечь, и вы можете при желании закрыть глаза. Прижмите кончик языка к небу, слегка приоткройте рот и полностью выдохните. Закройте рот и сделайте вдох носом, считая до 4. А затем задержите дыхание и досчитайте до 7. После этого медленно выдохните, считая до 8. Повторите дыхание со счетом 4, 7, 8 несколько раз, пока вы не почувствуете успокоение. И еще один тип дыхания с прогрессивной релаксацией. Вам нужно сесть в удобное кресло или лечь, закрыть глаза и спокойно начать дышать. А затем начать просто по очереди напрягать разные группы мышц. Это довольно просто. Вы можете сначала напрягать мышцы, например, рук, затем мышцы плеч, предплечья, лицо и затем спускаться вниз, постепенно напрягая и расслабляя мышцы. Каждую зону напрягайте в течение 5-10 секунд и расслабляете чуть подольше в течение 15-20 секунд. Эта техника помогает почувствовать разницу между этими двумя состояниями напряжения и расслабления, а при должной тренировке расслаблять нужные мышцы, в которых чувствуется зажатость. Когда эту технику можно выполнять? Перед сном или когда просто хочется расслабиться. Техника также пригодится, чтобы избавиться от тревоги. Поэтому не отравляйте свой организм таблетками. Помните, что нужно решать проблему, а не залечивать на время симптомы. И если проблема возвращается снова и снова, то это ненормально. И не нужно пытаться искать какие-то новые таблетки, а стоит посмотреть на ситуацию с другой стороны. Именно поэтому я приглашаю вас на свой бесплатный мастер-класс «Психосоматика. Модный тренд или реальная помощь», где я помогу вам решить ваши проблемы со здоровьем. Ссылка находится в описании под этим роликом. С вами была Мария Тимошенко. Обязательно подписывайтесь на мой канал. У меня также есть телеграм-канал, в котором я каждый день разбираю самые актуальные вопросы психического здоровья. Увидимся с вами в новых роликах и до новых встреч.